Лента мертва. Магнитные кассеты – это технологии динозавров. Эту мантру в IT-индустрия уверенно повторяет последние 20 лет. Но если она мертва, ответьте на один вопрос. Почему в 2026 году глобальные продажи картриджей LTO бьют исторические рекорды? Почему гиперсклеймеры фурами закупают магнитную ленту для своих ледяных архивов? И самое интересное, почему даже в нашем локальном корпоративном секторе, будь то региональный банк, крупная торговая сеть или крупный холдинг, грамотные IT-директора тихо и без лишнего шума ставят свои серверные роботизированные ленточные библиотеки, пока маркетологи вокруг кричат, что нужно все переводить на диски и all-flash. Давайте поговорим. Почему в эпоху сверхскоростных NVMe дисков бизнес так и не отказался от магнитной ленты, даже наоборот начал ее активнее использовать? Мы разберем жесткую экономику, поговорим про вирусы-шифровальщики и посмотрим на главные претензии к технологии LTO. Давайте начнем с главного технического парадокса. В голове большинства лент ассоциируются с невероятной медлительностью. Но давайте посмотрим на сухие цифры. Даже популярны сейчас в нашем корпоративном секторе предыдущие поколения, такие как LTO-7 и LTO-8, выдают стабильную скорость записи в 300-360 мегабайт в секунду. А современные приводы LTO-9 и LTO-10 способны писать линейные данные на скоростях от 400 до 1000 мегабайт в секунду. Это с сжатием и шифрованием данных. Вдумайтесь. Один ленточный привод при потоковой записи обгоняет классический северный жесткий диск, который физически упирается в предел 200-250 мегабайт в секунду. Проблема магнитной ленты – это не скорость чтения или записи. Ее проблема – это random access. Чтобы найти нужный файл, бобине нужно физически перемотать метры пленки. Это занимает десятки секунд. Но когда мы говорим о резервном копировании, где данные льются огромным, непрерывным, секвентальным потоком и точно так же читаются, магнитная лента буквально летает. Скорость – это важно, но в 2026 году ленту покупают не ради нее. Главный аргумент – это абсолютная физическая безопасность. Давайте вспомним 2012 год. Тогда суточные бэкапы делали на кассетах и хранили в ленточных библиотеках. Крупный бизнес делал 2 копии, вторую физически увозил и хранил в банковских ячейках. Продвинутые компании докупали еще дорогие дисковые системы резервного копирования, вроде EMC Data Domain или Fuji. Считаешь, скоро мир вообще откажется от механических лент. С тех пор дисковое хранение шагнуло далеко вперед. Но парадокс в том, что именно сейчас лента стала критически необходимой. Причина этому – ransomware. Современные атаки целенаправленно ищут и уничтожают ваши резервные копии на NAS-серверах и SAN-массивах. И только потом кладут основной продакшн. Бизнес останавливается, процессы парализованы. Здесь мне возразят. Зачем нам кассеты? У нас современные дисковые SSD с функцией незаменяемости данных. S3 Object Lock. Вирус не может удалить такой бэкап. Это опасная иллюзия. Object Lock – это логический air-gap. Он защищает от удаления на уровне софта, но не защитит, если злоумышленник получит доступ к аппаратному интерфейсу сервера API или ILO. И на низком уровне просто снесет весь ваш RAID массив вместе с вашей неизменяемой файловой системой. Опытный СБшник сейчас скажет: подождите, но если вирус захватил сервер управления бэкапами, хакер ведь может по сказе командам приказать роботу в ленточной библиотеке загрузить кассету в привод и отформатировать ее. Робот послушается вируса. Абсолютно верно. И именно поэтому настоящий физический air-gap строится иначе. Админ настраивает систему так, что после бэкапа записи кассета автоматически выгружалась в mail-слот.
Как только кассета окажется в этом порту, робот больше не может с ней работать. А вот он приходит сотрудник службы безопасности, забирает кассету и кладет ее в сейф. Это создает идеальную перекрестную защиту. У админа нет доступа к серверу, к сейфу USB, а у безопасника нет доступа к управлению бэкапами и библиотекой. Он может только открыть mail-слот и забрать физический носитель. До Блэттина можно использовать кассеты стандарта Worm. Их аппаратно можно записать только один раз. Даже если хакер прикажет приводу их стереть, привод выдаст аппаратную ошибку. Хакер не может взломать железную дверцу сейфа или изменить физику намагничивания Worm пленки. Это 100% аппаратная гарантия выживания вашего бизнеса. Это деньги и стоимость владения. На Западе сейчас сходит с ума по концентрации Zero Power Storage и сокращению выбросов CO2. Нашему бизнесу нет дел до таких высоких материй. Наш бизнес волнует счета за электричество. Жесткий диск корпоративного класса потребляет от 5 до 10 Вт в простое. Он выделяет тепло, которое нужно постоянно охлаждать. Кассеты на полке потребляют ровно 0 Вт. Тут в разговоре обязательно будет стартовый билет в мир ленты. Это покупка шасси, библиотеки, лицензии, периодов ЛТО. Это же 10 или 20 тысяч долларов. У нашего предприятия всего 20 терабайт бэкапов. Нам дешевле купить еще один NAS сервер от Syntology или QNAP. За $1000 хранить бэкапы там. Зачем нам лента? И это фатальная ошибка. Сравнить по надежности дешевый NAS с ленточной библиотекой – это как сравнивать картонную коробку с сейфом. Ваш NAS всегда в сети. Вирус доберется до него, воспользуется уязвимостью в операционной системе и зашифрует его за пару минут. Жесткие диски в NAS изнашиваются и боятся перепадков напряжения. Сотрудник может зайти в админку и удалить том, а кассета, лежащая в сейфе, имеет срок годности до 30 лет. И чтобы удалить с нее данные, злоумышленнику придется буквально грабить офис. Да, стартовый порог у ленты высок. До 100 терабайт лента математически невыгодно. Но это если не учитывать, что без такого физически изолированного бэкапа бизнес может в принципе не восстановиться после атаки. Как только ваш холодный архив пробивает порог 100-200 терабайт, экономика переворачивается. Стоимость каждого следующего петабайта на ленте стремится к нулю, в то время как на жестких дисках она растет линейно вместе со счетами за питание и охлаждение. Давайте подведем итог. Лента – это не замена быстрым дискам. Лента – это ваш план судного дня. Скептики назовут еще две причины отказаться от ЛТО. Первая – долгое время восстановления. Если вирус положит компанию, восстановление с ленты займет дни из-за логистики и поиска нужных файлов на кассете. И это правда. Но именно поэтому существует золотое правило 3-2-1. Вы восстанавливаетесь быстро у дисков хранилищ в 99% случаев. Но если злоумышленник уничтожил дисковые бэкапы, лента остается последним рубежом. Да, вы будете поднимать инфраструктуру медленно, но вы ее восстановите, а не объявите компанию банкротов. Второе возражение – совместимость поколений. Современный привод LTO-9 может прочитать только предыдущую кассету LTO-8. Он не прочитает архивы десятилетней давности. Это плата за феноменальную плотность записи. Да, вас пугают. Плановая миграция данных каждые 5-7 лет. Но давайте честно. В IT вообще все имеет жизненный цикл в 5 лет. К тому же магнитная лента физически живет до 30 лет. Куда торопиться с переносом? В новой библиотеке можно просто оставить старый привод на первых порах и плавно переносить данные в фоновом режиме. И даже с учетом этих процессов, хранение петабайтов на магнитной пленке все равно остается кратно дешевле и надежнее вращающих шпинделей.
В 2026 году надежная архитектура – это параноидальная архитектура. Считать голое место на дисках – это путь бухгалтера. А надо считать цену выживания бизнеса. И на сегодняшний день только магнитная лента способна обеспечить вам стопроцентную, физически неоспоримую изоляцию данных от любых угроз. Будь то хакерская атака, сбой оборудования или саботаж обиженного сотрудника. Берегите ваши данные. Увидимся.